Ума завис около кафетерия, где очень много всяких красивых булочек. Он хочет сейчас, наверное, подкрепиться. Ну, в Питере много таких мест, вы знаете, поэтому... Не, ну давай, мы пошли сегодня стрит заниматься. Знаете, в камерах зорких такой слимп замедлитель. Он с передней панели, это в зорком 4 только был. Так вот, сегодня будем замедлять стрит. Друзья, привет, с вами Файоныч. И сегодня у нас ужасная погода. Все тает, буран. Поэтому я весь сегодня в темном, подготовился. И сегодня у нас будет с вами P-стрит. Знаете, да, на лимбе каждой камеры есть масса всяких символов. Ну вот сегодня это будет символ P. Но не просто из-за того, что это будет питерский стрит, а в том числе и P-режим будем испытывать, сегодня снимать. Будет замедленный стрит питерский. Смотрите, интересно, я думаю. Погнали. Сковородку с собой взял. Нет, сковородку мы брать не будем. Сегодня шторм, поэтому сегодня в Адидасе Fusion Storm. Друзья, ну вот мы и прибыли в район Фрунзенская, но прежде всего, прежде чем объяснить, что такое P-стрит, сегодня день P-стрита. P-стрит сегодня. Это и питерский стрит одновременно. Погода сейчас как раз самая жесткая питерская, влажно, сыро, холодно, очень сильный ветер. В общем, самое лучшее время для фотографа, особенно для черно-белых фотографий. Так вот, мы сегодня размечаем несколько мифов по поводу режимов, по поводу профессиональных фотографов и прочего. И будем заниматься, как я говорил, P-стрит, но он не просто P-стрит, он еще с замедлителем будет сегодня. Почему я выбрал именно P-режим или режим, не мануальный режим, друзья? И многие профессиональные фотографы говорят, только мануальный режим, только. Они врут, друзья, врут. Почему? Потому что у вас не будет времени замерять экспозицию в режиме активного стрита или документальной фотографии. У вас просто физически не будет его. Вам нужно быстро отреагировать, а поскольку освещение на улице, а уличная фотография — это уличная фотография стрит, оно постоянно меняется, я повернул, уже свет другой совершенно. У вас нет физически времени этим заниматься. Снимать в полном автомате тоже чушь полная, потому что мы не сможем контролировать диафрагму. Но нам сегодня нужно контролировать что? Выдержку, друзья. Для этого существует несколько режимов. Основной — это мануал. Поставили выдержку, соответственно, поставили диафрагму, поставили ISO треугольник. Но если вы где-то что-то ошибетесь, камера вам покажет ошибки, но опять-таки ваше время уйдет на то, чтобы вывести это в ноль. Что я предлагаю? Один вариант — это режим приоритета выдержки, но тогда мы изначально можем менять только два параметра. Выдержка и диафрагма тянут друг друга, а ISO мы ставим фиксированные. Мы же будем использовать именно программный режим Sigma, и он необычный. Мы поставим автомат чувствительности, поэтому камера будет сама находить зеленый режим, она будет всегда попадать в ту точку, куда мы наведем, экспозиция будет правильная. А дальше мы будем менять именно выдержку. Мы поставим фиксированную выдержку с видоискателем. А если мы пойдем направо, в сторону Московской, если налево, пойдем в сторону Садовой. Пойдем налево, в сторону Садовой. Я, друзья, все-таки решил по Парфеновской идти, не хочу по этому Московскому идти. Во-первых, там ужасная погода, во-вторых, там все постоянно льется. Хотя я сегодня зонтик взял, но хочется сегодня стрит в необычных местах сделать. Там, где мы еще не были. Типичная картина в это время, друзья, это вот такие обледеневшие трубы. Они, кстати, потом отваливаются. Поэтому опасно ходить в таких местах, но что делать? Вон тут уже одна отвалилась. Они когда отваливаются с грохотом, такие огромные глыбины. Мы находимся в новом комплексе на улице Красудского. Мысль моя — выйти на Измайловский проспект и там уже искать объекты для стрит-фотографий замедленные, которые мы сегодня будем снимать. Здесь старых построек и современных уже перестроенных. Такие здесь развалины интересные на фоне. Вездесущие доставщики. Если видите много велосипедов, значит это рядом самокат. Так и есть. В общем, сегодня такой ветер, друзья, что я даже капюшон надел. Но я сегодня наделся налегке, потому что все-таки плюсовая температура. И обещали чуть ли не до 10 градусов. Но при таком ветре особо не жарко. Нашел я интересную локацию, друзья. Смотрите, здесь обычно краны всякие.
Ну вот собор, который здесь стоит прямо, здесь огромные тополи, которых еще не срезали. Я не сомневаюсь, что их срежут скоро. А за ними ведь рабочие пытаются или восстановить, или наоборот разбирают какой-то старинный особняк. Что Ума сказал бы, что надо залезть на вот это дерево, где гнезда, и там оттуда снимать этих людей. Но мы попробуем другим методом. Ну что я могу сказать вам, друзья? Такого освещения мне не сделать. Я бы хотел, конечно, его, но у меня не получается. В результате у меня выходит даже на закрытый 16-й. Это 1/160 секунды. Поэтому это слишком короткая выдержка, потому что, несмотря на то, что небо заволокло, сейчас достаточно светло. Я сделал кадр в ручном режиме, поставил 1/4, 1/5 секунды. И у меня все перебилось, пересветило. Отсюда вывод, друзья. Или искать камеру, где есть, как в FP камере, например, ISO 6, при которой можно снимать при днем, при длинных выдержках. Или второй вариант, более, наверное, щадящий, это HD-фильтр. То есть нужно закрываться еще на 400 единиц, я думаю. Какое-то остекление, да, крепкое. Смотри, какое оно крепкое. Все его пробило, оно куда-то делся. Куда полез-то? Нам не туда. Это в гараж идти. Кстати, весьма интересное место. Можно для широкоугольной экшн-фотографии сделать. Друзья, я вам скажу еще то занятие. Снимать при таких условиях. Слишком большая динамика движения. Но, честно говоря, настроение все равно можно передать какое-то необычное, интересное, потому что постоянно вода льется со всех сторон. И пока успеваешь достать камеру, можно подловить какие-то интересные моменты. Сейчас попробую такой кадр сделать. Могу констатировать, друзья, что действительно нужен как минимум зонт, который у меня с собой сегодня есть. Поэтому, наверное, скорее всего, придется его открывать. Есть два вокзала, вот этот Варшавский и Балтийский. Я помню, в детстве меня, когда возили в Белоруссию, возили с Варшавского вокзала. Сейчас вместо Варшавского здесь огромный торговый комплекс, в котором мы с вами были. Так, мы добрались до обводного канала. Варшавский мост как раз переходим. И двигаемся по Измайловскому. Посмотрим там какие-то интересные, необычные места. Да, мне тоже, наверное, такой воротник сделал для своей куртки. Интересно, это писец или нет? Поскольку у нас сегодня P-стрит. И что фотография? Вообще не пройти, тут все скользит. Только сегодня, друзья, смотрел чехлы специально для камер водонепроницаемые, но в результате я все-таки от них отказался, потому что неудобно, слишком большая конструкция, а те, которые герметичные, там кнопки не нажимаются нормально. Ну, вот здесь, видите, такая атмосфера, ну, такой не хочется снимать сегодня. Хотя снимать, когда другие работают, в принципе, приятно. Можно, кстати, попробовать отсюда сделать какой-то ракурс на темном фоне. Дети, я даже не знал, что здесь такая огромная библиотека имени Лермонтова. Вот он, кстати, стоит мужик. Закрытый, непрозрачный. Вы знали, что здесь Измайловский гостиный двор есть такой? Я даже не знал, что такое существует. Здесь не хватает человека, конечно. Так было бы интереснее, наверное. Открыто, если было бы. Ну, кстати, здесь, видите, сколько зонтиков всяких разных. Но я не вижу здесь совершенно. Здесь очень много институтов. И военмех, и технологический институт, и вот сейчас мы подойдем к интересному архитектурному. Поэтому здесь на каждом углу кафешки, забегаловки, здесь огромное количество их. Причем все они оформлены настолько красиво и интересно, что хочется сразу, слюни текут, хочется есть. Но я намерен сегодня строго по-другому питаться, совершенно по-другому. Ух, какой двор я нашел. Я нашел глухой абсолютно двор. Смотрите, вообще глухой. Просто ничего нет, просто свет. Можно сделать некий арт. В общем, друзья, я решил на этом остановиться. Дошел я до технологического института метро. Не пойду на Садовую, что-то намок ведь.
велосипед, да. Без таких пирог, да, не обойтись, конечно.